Ты слушаешь Радио Мария. Израильская служба новостей в прямом эфире на Радио Мария. Здравствуйте. Сегодня 13 января. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. Армия обороны Израиля заявила, что ночью 13 января нанесла удары по нескольким целям Хизбаллы, включая ракетную установку, неуказанные военные объекты, маршруты вдоль границы Сирии и Ливана, которые использовались для контрабанды оружия Хизбалле. Военные добавляют, что перед нанесением ударов они уведомили об угрозах международную группу, созданную в рамках продолжающегося прекращения огня между Израилем и Хизбаллой. Далее цитирую. Армия обороны Израиля продолжает действовать, чтобы устранить любую угрозу государству Израиль и будет действовать, чтобы предотвратить любые попытки Хизбаллы восстановить свои силы в соответствии с договоренностями о прекращении огня, добавили в армии обороны Израиля. Новости на Радио Мария. Далее к другим событиям. Юридический советник правительства Гали Барав-Миара снова выступает против так называемого закона Фейнштейна, который делает невозможным судебное преследование солдат и других членов оборонного ведомства за передачу секретной разведывательной информации премьер-министру или министру обороны без разрешения, после того, как он был ранее одобрен Министерским комитетом по законодательству. Позиция Миары была изложена в заключении, опубликованном от ее имени заместителем. Барав-Миара считает, что предлагаемый закон принципиально подорвет независимость правоохранительной системы, а также способность устанавливать истину и защищать верховенство закона, поскольку закон откроет двери для, цитирую, неправомерного политического вмешательства в следственные и судебные разбирательства. Конец цитаты. Закон Фейнштейна был разработан в ответ на обвинения против Эли Фейнштейна, пресс-секретаря премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и резервиста армии обороны Израиля Ари Розенфельда, и связанные с их предполагаемой причастностью к утечке иностранной прессе украденной секретной разведывательной информации, якобы подробно описывающей приоритеты и тактику Хамас в переговорах об освобождении заложников. В опубликованном заключении Миары также отмечается ее обеспокоенность тем, что законопроект проталкивается, цитирую, в интересах Нетаньяху. Есть опасения, что мы имеем дело с персональным законодательством, направленным на неправомерное политическое вмешательство в продолжающийся уголовный процесс с участием соратников премьер-министра. Это была цитата. Главные новости Израиля. Израиль не позволит Иудеи Самарии стать Газой или Южным Ливаном, пообещал министр обороны Израиля Исраэль Кац во время оценки военных и силовых операций в этом районе старшим офицерам, цитирую. «С любым, кто занимается террором, как в Газе, будут обращаться так же, как в Газе. Мы будем работать над тем, чтобы отрезать щупальца иранского осьминога в лагерях беженцев Иудеи Самарии и обеспечить безопасность общин и жителей», добавил министр обороны, согласно заявлению его офиса. В это же время министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар сообщил своему британскому коллеге Дэвиду Леми, находящемуся с визитом в Израиле, что Израиль работает, цитирую, над достижением соглашения об освобождении заложников и надеется, что Хамас поступит так же. После встречи в Иерусалиме Саар в своем заявлении сказал, что он сообщил министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Леми, что Израиль намерен заключить сделку о заложниках и работает над ее достижением. «Скоро мы узнаем, заинтересован ли в этом Хамас». Конец цитаты. Саар говорит, что они также обсудили широкий круг вопросов, включая Сирию, Ливан и иранскую угрозу, но Леми пригласил его посетить Великобританию с официальным визитом. Солдат армии обороны Израиля, недавно завершивший службу в секторе Газа, лишился жизни в результате аварии на мотоцикле во время отпуска в Таиланде. Солдат, которого СМИ идентифицировали как Ротем Яиш, служил командиром в батальоне бригады Гевати и недавно закончил период резервной службы в секторе Газа. До этого он также провел большую часть своей обязательной службы, сражаясь с Хамас в секторе Газа.
В сообщении на Facebook его дядя Дрор Яиш пишет, цитирую, что последние 1,5 года его семья боялась услышать, что он пал в Газе. «Ты покинул Газу как лев», – пишет Дрор. «Буквально на прошлой неделе ты отправился в отпуск мечты всей семьей в Таиланд. Какие фотографии вы присылали? Мы были так рады видеть, как вы отдыхаете вместе». А потом в пятницу за полчаса до шаббата телефон не переставал звонить, и мне сообщили новость, что тебя больше нет. Мы были в шоке от боли, мы не можем переварить эту новость. Конец цитаты. Новости на радио Нария. Новая грязь против жены премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу Сары Нетаньягу. В этот раз свидетель по делу о коррупции премьер-министра Биньямина Нетаньягу, связанном с сигарами шампанским Хадас Кляйн, заявила, что Сара Нетаньягу якобы угрожала лишить себя жизни, оставив записку, в которой говорилось, что это произойдет из-за Кляйн. Напомню, что Кляйн – бывший секретарь Арнона Милчана и ключевой свидетель по делу, утверждающему, что Нетаньягу незаконно получал сигары, шампанское и ювелирные изделия на сотни тысяч долларов. Большую часть из них якобы по просьбе Сары Нетаньягу. Муниципалитет Нарии сообщает, что 75-летняя жительница города, получившая ранение в результате ракетного залпа по Нарии боевиками Хизбаллы еще в ноябре, скончалась в больнице. Тамара Дри была ранена 25 ноября, когда ракета попала в ее дом на улице Жаботинского в Нарии, за день до вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и Хизбаллой. Мы так много молились и надеялись на хороший конец, но, к сожалению, сегодня вечером мы с большой болью прощаемся с Тамар, говорится в заявлении муниципалитета. У Эдри остался муж, 4 детей и 9 внуков. Новости на радио Нария. Главные новости Израиля. Торговый центр в городе Ехуд получил значительный ущерб, когда воры пытались украсть банкомат. На кадрах, которые сейчас мы показываем на YouTube-канале Радио Нария, видеоверсии наших новостей, видны разбитые окна, поврежденные эскалаторы и близлежащие магазины. Сотрудникам полиции еще предстоит задержать подозреваемых, комментируют стражи порядка. Позже же стало известно, что все-таки банкомат остался в поврежденном состоянии рядом с торговым центром. Похитители не смогли забрать деньги из банкомата. שבר פה את כל הוויטרינה. בוא נראה. מעניין. Here is the כספומט. בוא נראה מה פה. וואי. Раввин, который использовал поддельное имя для знакомств с женщинами на сайтах знакомств, был признан виновным в Иерусалимском мировом суде. Об этом сообщает общественная телерадиокомпания Израиля Кан-11 в выпуске Кан Хадашот. Раввин Йосиф Паризер, гражданин США, женатый, признал себя виновным по 12 пунктам обвинения в мошенничестве с женщинами. Раввин сделал заявление о признании вины в тот же день, когда женщины должны были начать давать показания. Соглашение о его приговоре еще не достигнуто. Раввин использовал псевдоним Джек Сигал на сайтах знакомств и сообщал ложные сведения о своей жизни пострадавшим, с которыми он вступал в параллельные многомесячные отношения. Новости на радио Нария. И главная тема выпуска – кошмар на севере Израиля. 2 мужчин были найдены без признаков жизни в квартире в центре города Нария. Об этом сообщает телеграм-канал «Радио Нария». В скорой помощи Маген Давид Адом комментируют, что мужчин спасти не удалось. Полиция Израиля заявила, что расследует обстоятельства этого инцидента. Позже нам стало известно, что утром в квартиру на улице Вайцман в центре Нарии позвонил курьер с посылкой. 2 братьев, которые проживали в престижном доме в центре города Нария, открыли дверь. Далее цитирую соседей. Были слышны хлопки.
По всей видимости, курьер использовал глушитель. Конец цитаты. Сообщается, что подоплека преступления криминальная. Нападавший на момент выхода наших новостей в эфир еще не задержан. Как стало известно, в этом же доме в 2022 году уже была предпринята попытка ликвидации. Также крупное нападение было совершено на центральном бульваре Гаатон еще в 2020 году. Тогда под огонь попал случайный прохожий, 17-летний школьник, но объект ликвидации выжил. В мировой суд Петах-Тиквы подано обвинительное заключение против 22-летнего жителя Нетаньи, который находил на Marketplace в социальной сети Facebook различные дорогостоящие товары, договаривался об их покупке, а при встрече отдавал продавцам поддельные денежные купюры. По данным обвинительного заключения, мужчина таким образом приобрел часы и мобильные телефоны, а общий объем мошенничества достиг 90 тысяч шекелей. В некоторых случаях, расплатившись за товары поддельными шекелями, он сразу же выставлял эти товары на продажу. Обвиняемый использовал вымышленные имена и разные телефонные номера. Когда полиция пришла в дом мужчины с обыском, то он попытался смыть поддельные купюры в унитаз. На момент ареста в доме обвиняемого в Нетаньи были обнаружены 53 тысячи шекелей и 4800 долларов поддельными купюрами, а также принтер и 12 сим-карт. Мужчине вменяется мошенничество, подделка денег, угроза и попытка помешать правосудию. Прокуратура попросила продлить срок его содержания под стражей до завершения судебных разбирательств. Главные новости Израиля. Напомню, что вернулся официальный телеграм-канал «Радио Нария». Подпишитесь уже сейчас. Там мы публикуем то, что не пропускает YouTube. Ссылка на наш телеграм-канал будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. Также отсканируйте своим телефоном QR-код на ваших экранах. Так вы сразу попадете в наш телеграм-канал. Или же в поиске телеграм напишите «Радио Нария» латинскими буквами. 80% наших зрителей смотрят YouTube-канал «Радио Нария» без подписки. Поддержите канал «Радио Нария». Нажмите на кнопку «Подписаться». Это поможет развитию нашей радиостанции. Также нажмите на палец вверх, если видео вам понравилось, или на палец вниз, если видео не понравилось. Не забудьте оставить свой комментарий. Благодарность и нашим спонсорам. Их имена сейчас на ваших экранах. Израильская служба новостей желает вам хорошего дня. Уже завтра, во вторник, 14 января, в 6 часов утра по Иерусалиму мы снова в прямом эфире. Вы должны знать правду. До встречи.